Это не мешает им получать, конечно, питательные вещества, но когда все корни сверху, ну как их поливать? Опрыскивать. Ну так это будет танцы с бубнами. Я каждый день буду заниматься тем, что должна опрыскивать корни. Поэтому нужно поместить корни в горшок для того, чтобы она получала полноценное питание. И она продолжит и рост листьев, и рост цветоноса. Можно ли пересаживать в таком состоянии, когда начинает расти цветонос? Но это ваше желание. Если вы хотите на последнем издыхании орхидеи увидеть цветы, да, конечно, оставьте цветонос. Но мне не важен цветонос. Мне важно, чтобы сейчас орхидея начала активно расти. Даже зимой, потому что она у меня стоит вот здесь на полке. Освещения ей достаточно, питания ей будет предостаточно. Цветы я увижу летом. Ничего в этом страшного нет. Добрый день, друзья! Сегодня будем с вами пересаживать орхидею Крес. Помощники на месте. Вот, даже разобрались. Даже не ругаются. Сёма, лежать. Ну, не совсем там, где я хотела, но все-таки. Этой орхидеи 3,5 года. Купила ее в Леруа Мерлен. И даже в телеграм-канале показывала ее цветение. Она цветет и зимой, и летом, но очень своеобразно растет. Посажена в керамзит. И за 3,5 года, вот в чем ее своеобразие, вот такие корни, которые она и направляла в горшок. Вот здесь есть небольшие растущие корни. Но основную массу корней вырастила воздушными. И сейчас есть растущие. Здесь растущие есть на стволе. Длинные раскукленные корни. Вот еще корень. И наметился маленький цветонос. Но я понимаю, что цветонос, конечно, цветоносом, и цветет она 2 раза в год, очень любит доращивать бутоны, но количество корней, которые находятся в горшке, их не хватает для питания орхидеи. Да и за 3,5 года эти корни пришли в негодность, потому что в любом случае орхидея меняет свои корни, старые на новые, и новых корней много, а в горшке, она же посажена с теми корнями, с которыми я ее еще и покупала, и там корней не осталось, они все сухие, не могу сказать, что гнилые, это не гнилые корни, это сухие корни. Орхидея, когда выращивает новые корни, старые, она просто засушивает, на них пропадает веломен, он становится хрупкий, коричневого цвета. Поэтому все, что сейчас мы увидим в горшке, это коричневые корни, но какое-то количество корней, которые проросли в горшок, они могут быть и живые, мы их, конечно, оставим, но основная часть корней, находящихся в горшке, она уже непригодна для роста орхидей. Поэтому те корни питают орхидею крайне мало. И она, вот видите, оставила всего 3 листа. То есть она и живет за счет листьев. И для того, чтобы этого не происходило, ну, 3-4 года орхидею нужно пересаживать. Ну, не растут они в естественных условиях ни в каких горшках. Это не мешает им получать питательные вещества. Но когда все корни сверху, ну как их поливать? Опрыскивать. Ну так это будет танцы с бубнами. Я каждый день буду заниматься тем, что должна опрыскивать корни. Поэтому нужно поместить корни в горшок для того, чтобы она получала полноценное питание. И она продолжит и рост листьев, и рост цветоноса. Можно ли пересаживать в таком состоянии, когда начинает расти цветонос? Но это ваше желание. Если вы хотите на последнем издыхании орхидеи увидеть цветы, да, конечно, оставьте цветонос. Но мне не важен цветонос. Мне важно, чтобы сейчас орхидея начала активно расти. Даже
зимой, потому что она у меня стоит вот здесь на полке. Освещения ей достаточно, питания ей будет предостаточно. Цветы я увижу летом. Ничего в этом страшного нет. Давайте я извлеку орхидею из горшка. И вот то, что я вам и обещала. Именно это мы и видим. Старые сухие корни. Они настолько старые, что они ломкие. Они даже не гнилые сами по себе. Видите, тяж, он светлый. Это корни не сгнивают. Просто время пришло, и орхидея меняет старые свои корни на новые. Ну, так устроено. Так устроена орхидея. И вот этот пучок старых корней я сейчас отрежу. Даже если какой-то кажущийся живой корень я тоже отрежу, нет ничего страшного. Посмотрите, сколько у нее новых растущих молодых корней. То есть орхидея очень активна. И еще я что хочу сказать про эту орхидею. Она желтая в крапинку. И вот одна из немногих орхидей, которая не теряет свой пигмент в течение почти всего цветения. Только когда через 4-5 месяцев цветения заканчивается, вот к тому моменту, когда опадают цветы, тогда пигмент теряется. А так она очень яркая, с насыщенным желтым цветом. Ну что ж, давайте отрезать старый ствол. Ну, вот эти старые корни я все отрезала. Здесь не осталось никаких корней, чтобы получать от них диетку, сажать вот эти совершенно ненужные корни. Они не примутся и не дадут деток. И еще вот этот желтый корень, он тоже очень старый. Я его отрежу. Он орхидее не нужен. Еще один такой же корень. Еще совсем засохший кусок корня. Видите, есть везде цветоносы, даже в самом низу. То есть цвела она много и обильно. А вот даже выше корень, ну что-то не заладилось с этим корнем у орхидеи. И она его тоже сама отсушивает. Ну и чтобы не продолжать этого, я его тоже отрезаю. Ну, она продолжит его сушить, поэтому смысла нет его оставлять. Вот это тоже кажется старым корень, но посмотрите, она в самом-самом конце этого корня начала его выращивать. И вот маленький-маленький кончик растущего корня. Что еще можно подрезать из корней в этом случае? Корень сломан. Вот видите? Его можно отрезать вместе с лома. Вот корень от начала он идет живой, а вот опять же вместе с лома он уже начал желтеть. Такой корешок тоже обрезаем до места слома. Сухие кончики, эти желтый, точно не растущий, можно отрезать до живого. Ну, или близко к этому. Вот я отрезаю близко и не буду обрабатывать. Смысла в этой обработке нет. Так. И вот этот кусок корня, даже весь корень, мне не нравится. Он и от основания, показать, вот он от основания желтеет. Ну и в конце он уже совсем-совсем желтый. Тоже корень не рабочий.
вот еще. Вот здесь орхидея растит корешок, а здесь тоже есть слом, и корень начал усыхать. Вот так делаем. Остальную часть орхидеи я сейчас помещу в воду для того, чтобы напоить эти корни, и тогда они легко помещаются в горшок. Ну, я посажу в горшок большего размера, чем этот. Этот горшок 1,6 литра, а я посажу в горшок 2,4 литра. Многие спрашивают, как можно убрать вот такие водоросли из горшка? Никак. Только при пересадке. Это означает, что много влаги было в горшке и яркий, рассеянный, ультрафиолетовый свет. Ну, то есть солнечный свет. Потому что эта орхидея одно время стояла у меня на балконе, а там солнечный свет был. И вот на солнечном свету очень активно растут водоросли. Убрать это можно только при пересадке. Я пробовала и показывала, что можно использовать перекись водорода, но в конечном итоге поняла, что это мало влияет на водоросли. Да, какую-то часть перекись убирает, какую-то нет. Ну, малую часть. А вот когда просушивается горшок, и вы делаете полив, ну, например, вы куда-то уехали, вас не было 3 недели, и вы не поливали очень долго орхидею. Вот эти водоросли засыхают, и со следующим поливом они просто отваливаются от стенок и проходят сквозь горшок и вымываются. Вот так бывает даже эффективней. Но специально этого делать не нужно. Ну, растут и растут. Ну, что сделаешь? При пересадке вы спокойно их вымоете из горшка. Ну что ж, орхидею помещаю в воду для того, чтобы напоить корни. Семочка. Все. Контролер. Контроллер. Орхидея провела в воде более часа. Друзья, видео не удалось сделать компактным, поэтому мы разделили его на 2 части. Продолжение обязательно будет завтра. До новых встреч. Увидимся на канале.